You probably love an active lifestyle and you love the history and metal detecting as much as we do. This may be why I clicked on this video. This time this video will be useful almost for everyone. Thank you all for deciding to spend your precious time on my channel watching my content. So, why this video is better than many other videos on the YouTube as you saw by the title? Be sure you watch this video till the end, the answer will be there. Guys, I just received a phone call from the Raymonds and I'm at his place right now, little house, where is his private collection. He said we are not going anywhere today to search for historical artifacts, we'll be doing that right here. What's that supposed to mean? Let's ask Raymonds. Всем привет! Мы сегодня стартуем опять в нашем музейчике. Сегодня будем копать. Копать будем сразу около моего дома. Здесь недалеко, метров 50-70 отсюда. Уже были русские позиции по Первой мировой войне. И попытаемся что-то найти. Расскажи, пожалуйста, что это у тебя за постройка? Я так понимаю, ты строишь свой какой-то второй музейчик, правильно? Да, данное здание будет предназначено для бытовых вещей. То здание мы просто сделаем полностью по войне. То есть вот этот домик будет у тебя Первая мировая война, а тут уже история краеведческая, да, нашего края. И именно всякие бытовые. Что это такая за вещь у тебя стоит? Я сейчас точно не скажу. Как бы тоже где-то конец 19 века. Для, допустим, очистки зерна. Такая как... Ну, какая-то ручная мельница, как бы, да, такая? Ну, не то, что мельница, а именно чистила зерно. Ну, давай покажем ребятам. Вот, там находится Раймонда постройки, музейчик. И вот, да, этот лес. Да, сколько? Тут метров 50, наверное, блин, не будет даже, мне кажется, метров. Да, 50-70 метров. И в этом лесу есть две ямы от блиндажей и окоп. Guys, we are here in this forest. It took us to get here like 2-3 minutes maybe. And this is because we've been walking very slowly. О, сигнал уже везде, да, я понимаю? Сигналов много, но здесь еще лет 30-40 назад было, при Советском Союзе люди здесь любили отдохнуть, выпить. Guys, this is the thing what Raymonds was talking about. This is the blast from the past. Bottle from the Russian vodka. See people just leaving the rubbish in the forest. So people are doing very bad things. Guys, here we have our first find. Давай, Раймонд, расскажи нам, что это такое. Ну, это пробка от бутылки Советский Союз. Был такой в Латвии, есть Латвия Бальзамс, завод алкогольных напитков. Вот именно это и есть Пробка от него, да? Да. Ну, бывают такие у нас печальные случаи, уже были много раз, просто мы их не показывали. Ну, я считаю, что можно парочку вставить таких кадров, потому что это как бы, ну, весело. Это наши будни. Не бывает так, что ты пришел в лес, правильно? И сразу нашел, я не знаю, птицу Пикельхабу. Мы до сих пор еще ее ищем. Именно я. Ты уже свою имеешь, а я свою еще не нашел. Когда-то делали целый этот поселочек, 10 домов. Ну, видно, те, кто это делал, строители и так далее. Ну, и любили здесь, похоже. Отдохнуть, устроить пикничок. Да? Ну, не то, что пикничок, да. И выпить горячительных напитков. Да, пообедать с советскими консервами, с килькой. Как-то так.
О, Да, есть это так, смотри, фокус. О. Это деталь от ножен с Первой мировой для холодного оружия, скажем так. О, первая находочка, прямо около дома. Ха-ха. Может быть, золото рамен будет? Не? Не знаешь? Говори. Говори, давай, говори. Говори точно. Золото, Ты знаешь, что это судузер. Давай, говори. золото бы хотелось найти, конечно, Но но это не частая удача, но всегда надо, у нас все будет. всегда надо У надеяться. нас все будет. Дай посмотрю на твои наглые глаза, скажи, все, у нас все будет. Все у нас будет, да? Да. Вот сейчас слышу какой-то сигнал и попытаюсь его откопать. Так. А вот Говоришь, что это не пробка. и наше золото. Да ладно, ты что, шутишь? Но это не золото, это шутку называют золото памяти. Это советская монета. Сейчас я не вижу ее. Ну, похоже. Ну, ты меня так не пугай, я же думал, у нас золотишко подоспела. Ну, похоже на 3 советские копейки. Обычно они желтого цвета, поэтому называют так шутку золото памяти. Золото партия. Знаешь что, я помню, как мне мама еще давала такие денежки, писала записку, я ходил в магазин. У тебя такого не было? Такое было, да. Я помню еще эти советские рубли. Я еще помню, Ленин даже бумажку в руках держал. А потом уже пошли латвийские репши, такие желтые, помнишь? Да. Я уже как услышал золото партии, у меня чуть камера с рук не упала, я уже думал, все, мы с тобой сейчас поедем отсюда на Гелендваген с этого леса. Ну, это, конечно, шутка. Вот, четкий сигнал. Ну, давай, показывай. Что там? Что не черное? Да. Вот что-то похоже на ложку. Ложка, состояние отличное, потому что здесь песочек, надо безок слов будет. Покажи. Ну, такими ложками пользовались российские солдаты и в Первую мировую войну, и в следующую даже там. Как-то уже брали из дома кто-то с собой. Очень хорошо выглядит. Там, допустим, за сапог Гринвич. Но она выглядит, потому что здесь почва такая, что не используются никакие удобрения, ничего. И да, вот тогда бывает такой отличный сохран. Здесь тоже четкий сигнал. Где-то уже выкопано. Все, вижу. Что там? Сейчас погляжу, что силуэт знакомый. Что за какая-то тарелочка, что ли? Это деталь от немецкой гранаты. Черепашка называлась. Они использовались здесь под Даугавпилсом, тогда под Винском, немецкими войсками. Были вот такие чугунные и были чуть побольше металлические. Ну, здесь только его половинка и без всякого вещества, взрывчатого и без детонатора. То есть это просто корпус от гранаты, да? Да, и его половинка. Интересно. Ну вот тут стояли детонаторы. Их несколько было? Да, там где-то около 6 штук. А почему называлась лягушка? Она как-то прыгала или что? Не лягушка, черепашка. Черепашка, почему так? Потому что вот она похожа Ну да. как панцирь черепашки. Да, есть. Тут что-то. Монета? Не, это не монета, это... Что, это охота, что ли? Скажи там. То есть охоту когда занимались, проходила? Ну что? Смотри, поселка. Не, это капсуль. Это капсуля какого-то вот от охотничьего патрона?
или от сигнального пистолета российского, или охотничьего. Но они часто бывают на позициях, особенно здесь недалеко, 2 километра. Я такие находил часто. Guys, I went to a toilet and Ramil had another signal, and he found just a bullet from the Japanese rifle. От японской, да? So it's Aresaka or something like that. If any people who speak Japanese and I'm wrong, just please put that in a comment. And I'm very apologize in advance if I'm wrong. Sometimes I get so mad, there's no control in me. Еще раз привет. Сегодня мы сходили на коп недалеко от моего дома на российские позиции. Были находки, да, кое-что нашли интересное. Так что смотрите наш канал, ставьте комментарии, свои лайки, подписывайтесь. Увидимся в следующем эпизоде. Я вас там уже жду. If you have watched it this far, so you are wondering what is the secret of this video, and the secret of this video is that on this channel we are telling the truth. This video is fake and it's staged. Yes, you heard it right, that's exactly how it is. So, we buried all the finds behind the scenes and then we dug them out in the video. Well, except of this aluminium cup from the bottle of the alcohol. So you probably want to ask why we did this. The idea to make such a video came after spending our free time to try and find a good and interesting video on the YouTube that you are sure it is believable. You waste your precious time and then you realize it's fake and it's staged. Some content creators present the fake as it were true. We are sick of it and we decided to show you how easily we can be deceived, and we decided to do it through our content. Before creating this video, we thought for a very long time about how to do it, so it would be believable. Initially, we want to take some interesting and historically valuable things, but then we thought it wouldn't look believable, so we decided to take fairly simple historical things to carry out our plan. And the message of this video is, please, check all the information very carefully if you want to believe it. Lies are all around us. Raymond and his family are the owners of very large and very interesting collection where there are a lot of historical items. In each episode we could take several objects, bury them and dig them up on the camera and deceive you that way. Historical artifacts would be enough for us to film the video for several years, but we are the people with very strong and honest character. Our channel might not be very large at the moment, but every viewer is very important for us. And our position is to show you only truly believable content. I remind you once again that this video is fake and it's staged. But only this video, guys. All the rest is true. Don't let anyone to deceive you and don't let anyone manipulate you, and check information very carefully. I think for such a revelation and such an instructive lesson we deserve your like, comment and subscription. I'll send you all my love and I wish you all the best. And remember, no matter what, always try to stay positive. Bye.